Привет, друзья! Предлагаю вашему вниманию топ-4 самых лучших рецепта печенья на праздничный стол к 8 марта. Красивая, нарядная весенняя выпечка может стать оригинальным и приятным сюрпризом или подарком для ваших близких. Все рецепты очень простые, понятные. И что немаловажно, печенье готовится из самых доступных продуктов. Первый рецепт – печенье тюльпаны. Нежное весеннее печенье с начинкой. И самое приятное, что готовить его очень легко. В миске смешиваю муку, сахар, соль, ванилин, разрыхлитель и немного куркумы для цвета. Добавляю хорошо охлажденное сливочное масло. Я его предварительно подержала в морозильнике 10 минут. Руками быстро перетираю масло с мукой до мелкой крошки. Добавляю сметану и желток. Перемешиваю сначала лопаткой, а затем руками замешиваю тесто. Получается яркое, нежное, мягкое тесто. Кладу тесто в пакет и убираю в холодильник на минут 40. После того, как тесто охладилось, слегка его раскатываю. И теперь делю тесто на 15 равных кусочков. Вес каждого кусочка примерно 40 граммов. Все кусочки теста складываю в пакет, чтобы не заветривались, и оставляю только один. Кусочек теста округляю, скатываю шар. Затем раскатываю его до толщины 3-4 мм. Делаю надрез до середины и выкладываю начинку. Далее сворачиваю следующим образом. В качестве начинки я использую густой яблочный джем. Туда я нарезала немного фиников и добавила корицы. Вы можете использовать любую густую начинку. Это может быть джем, варенье, вареная сгущенка, творожная начинка, орешки, сухофрукты, то есть все, что вам нравится. Печенье выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправляю в холодильник на минут 10 для того, чтобы оно охладилось. Затем печенье отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. По желанию можно посыпать сахарной пудрой. Печенье тюльпаны просто потрясающее. Оно милое, нарядное, весеннее и праздничное.
Второй рецепт печенья – это творожные цветочки. Вкусное, красивое, праздничное печенье, и готовить его одно удовольствие. Быстро, просто и интересно. В миску разбиваю одно яйцо, всыпаю сахар, добавляю растительное масло и все хорошо перемешиваю. Добавляю творог, по желанию цедру апельсина или лимона, и все перемешиваю. Всыпаю немного муки, разрыхлитель и хорошо размешиваю. Постепенно всыпаю оставшуюся муку, замешиваю тесто. Для творожной бездрожжевой выпечки старайтесь брать сухой однородный творог. Тогда муки уйдет гораздо меньше, и изделия в итоге будут более мягче и вкуснее. Тесто немного раскатываю. И нарезаю на небольшие кусочки. Из каждого кусочка скатываю аккуратный ровный шарик. Если вы хотите, чтобы все цветочки были одинакового размера, то можно шарики взвешивать на весах. Накрываю, чтобы не заветривались. Формирую печенье. Шарик слегка придавливаю рукой и делаю 6 надрезов, не доходя до середины. Концы лепестков хорошо защипываю. И сразу же цветочек перекладываю на противень. Так формирую все оставшееся печенье. Для того, чтобы сделать серединку у цветочка, можно использовать любой подходящий предмет. У меня это ручка от консервного ножа. Я ее предварительно опускаю в муку, а затем делаю в цветочке углубление. Заполняю серединки любым густым джемом. Чтобы ничего не вытекло, на 50 грамм варенья или джема добавьте 1 чайную ложку крахмала и размешайте. Выпекаю печенье в хорошо разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. После выпечки при необходимости можно цветочки еще заполнить джемом. И по желанию можно слегка посыпать сахарной пудрой. Как вариант, цветочки можно испечь и только после этого заполнить их джемом.
Такое творожное печенье-цветочки готовится просто и из самых обычных продуктов, а получается вкусным, красивым, в меру сладким, нарядным и праздничным. Третий рецепт – это необыкновенное печенье с начинкой. Быстрая, простая и доступная выпечка к вашему праздничному столу. К яйцу добавляю сахар, ванильный сахар и перемешиваю. Кладу соль, сливочное масло и стараюсь перемешать до более-менее однородной массы. Вливаю молоко и перемешиваю. Обращаю ваше внимание, что все продукты должны быть комнатной температуры. Всыпаю небольшую часть просеянной муки, разрыхлитель и очень хорошо размешиваю. Досыпаю всю остальную муку и быстро замешиваю тесто. Такое тесто долго вымешивать не нужно. Тесто очень мягкое, не липнет к рукам. Кладу его в холодильник на 15-20 минут. Для начинки я буду использовать густое варенье. Чтобы варенье при нагревании не потекло, добавляю 1 чайную ложку манки. Манную крупу также можно заменить на муку или крахмал. Тесто присыпаю мукой и раскатываю в тонкий прямоугольный пласт толщиной примерно 3-4 мм. Теперь необходимо тесто нарезать на небольшие квадраты. Лишние обрезки убираю, потом их тоже буду раскатывать. Формирую печенье. Квадрат складываю по диагонали. И 2 противоположные стороны соединяю. Защипнуть нужно очень хорошо и тщательно, чтобы в процессе выпечки наш цветочек не развернулся. Печенье выкладываю на бумагу для выпечки. И серединку заполняю небольшим количеством варенья. Выпекаю печенье в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут. Посыпаю сахарной пудрой. Печенье получается вкусным, красивым, нежным и рассыпчатым.
четвертый рецепт – это прекрасное, красивое и очень вкусное печенье, которое к тому же очень просто готовить. Для начала в миске смешиваю сметану и сахар. Необходимо размешать до полного растворения сахара. В отдельную миску всыпаю просеянную муку и добавляю сливочное масло. Руками перетираю масло с мукой до мелкой крошки. Теперь добавляю ванилин, разрыхлитель и все перемешиваю. Теперь необходимо добавить желток и сметану с сахаром. Немного перемешиваю вилкой, а затем руками. Замешиваем тесто. Старайтесь это сделать быстро, чтобы масло не начало таять. Тесто мягкое, не липнет к рукам и не жирное. Кладу тесто на стол, слегка раскатываю и делю на две неравные части. Одна часть будет немного меньше. Большую часть теста кладу в пакет и убираю в холодильник. А меньшую часть теста нам необходимо сделать шоколадной. Для этого я в мисочке смешиваю какао и немного молока. Добавляю смесь в тесто. И хорошо размешиваю вилкой или руками. Шоколадное тесто должно получиться мягким, не липнуть к рукам. Если будет липнуть или будет жидким, добавить немножко муки. Накрываю и также убираю в холодильник на 15 минут. После охлаждения темное и светлое тесто необходимо разделить на 15 равных кусочков. Для этого лучше использовать весы. В описании под видео будет точный вес темных и светлых кусочков. Накрываю все кусочки пленкой, чтобы не заветривались. Приступаем к формовке печенья. Из темного и светлого теста делаем шарики. Светлое тесто раскатываю в круг диаметром 6-7 см. В середину кладу темное тесто, белое приподнимаю и хорошо защипываю края. Переворачиваю и скалкой немного раскатываю. У цветочка будет 5 лепестков, поэтому делаю 5 разрезов. Хорошо защипываю края. Ножом наношу узор. Печенье сразу переношу на противень. Если у вас на кухне жарко, лучше его держать в холодильнике. Так формирую все оставшееся печенье.
серединку каждого цветочка наношу немного желтка. Немного посыпаю кунжутом, у меня черный и белый. Также можно использовать мак. Печенье буду выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут. Печенье готово, важно не передержать его в духовке. Печенье получается не только красивым, но еще и очень вкусным, нежным и рассыпчатым. Друзья, я очень надеюсь, что вам понравился рецепт и что вы также захотите испечь это печенье. Если что-то непонятно, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Удачной вам выпечки, всего доброго и до новых встреч!